Компания Hyundai представила свой первый в истории серийный пикап под названием Santa Cruz. Грузовичок корейской марки будет доступен с двумя моторами на выбор. Пока новинка заявлена только для Северной Америки. Концепт пикапа Hyundai Santa Cruz представили еще в 2015 году, а появление в гамме модели с таким кузовом было объявлено 4 года спустя. И вот, наконец, дебютировала серийная версия. Кстати, полную версию презентации вы можете найти на моем втором канале. Ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце видео. Сам автопроизводитель относит модель к классу Sport Adventure Vehicle (SAV), что буквально переводится как «спортивный автомобиль для приключений». Товарный пикап сохранил имя предвестника, и только оно роднит его с тем прототипом. Прежде считалось, что пикап построят на базе Hyundai Santa Fe, однако за основу взяли паркетник Tucson 4-го поколения, с которым он разделил платформу с несущей конструкцией кузова и поперечным расположением двигателя. Кроме того, у шоу-кара была полуторная кабина с небольшими створками вместо задних дверей, а у серийного Santa Cruz только четырехдверная двухрядная кабина. Ближайшим конкурентом по своей сути и начинке является Honda Rangeline. Но если японская модель в длину составляет 5334 мм, то корейская всего 4971 мм. Получается, что прямых конкурентов на рынке США у компактного пикапа попросту нет. Длина Santa Cruz составляет 4971 мм, ширина 1905 мм, высота 1694 мм. На серьезные грузовые возможности рассчитывать не стоит, ведь кроссоверное шасси с многорычажкой сзади не подразумевает большую грузоподъемность – лишь 640 кг. Да и длина грузовой платформы всего 1323 мм. То есть в грузовой платформе пикапа не помещается даже велосипед. Так что для его перевозки корейцам пришлось предусмотреть особые крепления, позволяющие свесить одно колесо за задним бортом. Зато, подобно Хонде, в заднем свесе кузова организован отдельный багажник с герметичной крышкой, а в списке аксессуаров есть запирающаяся на замок крышка и накладки, удлиняющие площадку. Передняя часть пикапа практически в точности повторяет Hyundai Tucson. У Santa Cruz аналогичные ходовые огни интегрированы в радиаторную решетку с рисунком сеткой из трапециевидных элементов, хотя сама она несколько отличается. Фары, задние фонари и бамперы у модели оригинальные. А в целом дизайн выдержан в фирменной стилистике Hyundai, которая называется параметрической динамикой. Ее характерная особенность – 3 боковые линии, соединяющихся в одной точке. Колесные арки у Santa Cruz имеют правильную круглую форму, вместо прямоугольной в случае Tucson. А колесная база растянута с 2755 до 3005 мм по сравнению все с тем же Tucson. Для пикапа будут доступны диски размерностью 18 или 20 дюймов. Салон, как ожидалось, скопировали с Hyundai Tucson. Однако без упрощения не обошлось. Пикап получил традиционный рычаг коробки передач, которым заменили кнопочную панель переключения режимов трансмиссии. Над цифровой панелью приборов диагональю 10,25 дюйма отсутствует козырек, а на центральной консоли практически нет физических клавиш. Сверху расположен экран мультимедийной системы на 10,25 дюйма, а под ним сенсорный блок климат-контроля. Задний ряд пикапа теснее, чем у Tucson, зато под подушкой заднего дивана расположен лоток для вещей. В стандартной комплектации Hyundai Santa Cruz укомплектован 8-дюймовым сенсорным экраном медиасистемы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и аналоговый прибор. Зато уже в базе доступна система автоматического торможения с функцией распознания пешеходов и велосипедистов. В более дорогих исполнениях предусмотрен электропривод и вентиляция передних кресел, люк, система дистанционного запуска двигателя, камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль. На выбор предложено 2 4-цилиндровых двигателя. Первый знакомый нам по американскому Tucson, 2- и 5-литровый атмосферник мощностью 193 лошадиные силы, который сочетается с 8-диапазонным автоматом. Альтернативой выступит турбомотор того же объема, развивающий 280 лошадиных сил и работающий в тандеме с 8-ступенчатым роботом с 2 сцеплениями. В зависимости от двигателя Santa Cruz может буксировать прицеп массой 1588 или 2267 кг. Обе версии по умолчанию переднеприводные, а за доплату полноприводные с муфтой подключения задней оси. Производство пикапа наладят в июне на заводе в штате Алабама, где специально под новую модель добавят дополнительно 1200 рабочих мест. На этом же предприятии уже делают Sonata, Elantra, Tucson и Santa Fe.
Цены на новый пикап Santa Cruz пока не объявлены. Также нет информации о возможном появлении пикапа за пределами США. Как вы думаете, Hyundai Santa Cruz стал бы пользоваться спросом в России? Напишите свое мнение в комментариях. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии.